Югус СК4. А где он? Какой из них Югус СК4? Вот этот Югус СК4, а это Югус СК2. В том же корпусе логическое продолжение, сказал бы я, но нет, это вот совсем другой игрок, потому что это на Realtek 1325 сертификат, и мы его откладываем пока что. Смотри, какой красивый. Вообще, вы видели, какие они красивые? Они же блестящие, вы еще на распаковке видите. А представляете себе вот так вот комнату, выложенную из, допустим, плиточек вот таких вот, да, это дорого-богато, каждая плиточка по $100. В общем-то, iMlogic S905X5M, вот в таком карабасике, с фишками искусственного интеллекта AI Super Resolution, это который улучшает, скажем так, четкость низкобитрейтного видео. И это не сертификат. Абсолютно не сертификат, при этом это достаточно интересный ТВ-бокс, это тот же самый iMlogic S905X5M, да, там, который стоял в Yugus X5M Pro, да? Но только тот у нас с HDR, HDR10+, а этот HDR, HDR10+, и Dolby Vision, и Dolby Atmos. При этом звук в основном в декодере. И есть у нас звук там конкретный и Dolby True HD, и DTS HD, и Dolby Atmos, и все это вот вообще как бы классно. Но есть один момент, здесь порт 100 мегабит. Есть нормально работающий Wi-Fi 5 ГГц, об этом всем вы сейчас увидите дальше в обзоре, я сейчас не буду на это распространяться. И, конечно же, даже Type-C сюда влепили. Но что же с портом 100 мегабит? Ну, стоит ли переживать или нет? Конечно, такое себе, но с развитием AV1 кодека и 265, в общем, слушайте, давайте дальше обсуждать. На текущий момент этот ТВ-бокс продается чуть больше $100, тоже сейчас посмотрим, сколько стоит. Но есть и интересный момент. Android 14. Это вот новиночка на 905X5M, это ответ вот другим производителям, которые сейчас на нем делают преимущественно либо не сертификаты вот очень дешевого характера там, по типу Таниксов, либо Югус со всеми своими югусовскими фишками, с псевдо-Android TV интерфейсом, и уже даже появился Android TV модуль. Ну, короче, давайте так, сейчас переходим, посмотрим, сколько стоит, распакуем и полностью потестируем. Кстати, танчики на нем не забанены, играть можно. Это про World of Tanks Blitz, если кому интересно. Так что, вот такой вот Югус, красавчик, на канале Технозон с обзорчиком. Подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео. Поехали. Технозон. $112, сказал бы я, но нет, скорее всего меньше, потому что если вы закупаетесь на aliexpress.com, то в описании под видео есть ссылочка и есть промокодик от канала Технозон для того, чтобы было дешевле, да и цена может поменяться 100 раз. Но, в принципе, давайте посмотрим хайлайты. В принципе, это тот же самый X5M Pro, но только с Dolby Vision. В другом корпусе, конечно же, с интересным охлаждением, хотя у Югуса всегда было охлаждение хорошее. И первый хайлайт, на который нам обращают внимание, это Bluetooth 5.2. Bluetooth 5.4, вот так вот, да. Теперь Dolby Vision, Dolby Atmos, iMlogic S905X5MJ, Bluetooth пульт с голосовым поиском и, конечно же, AISR. AISR — это Super Resolution, с помощью искусственного интеллекта улучшает четкость низкобитрейтных видео, скажем так, апскейлинг 4К, как они заявляют. До 4К, пожалуйста, с HDR поддерживает. У нас есть обновление по воздуху, Super User, то есть имеется в виду, что у нас есть через Magisk есть, кстати. Теперь у нас Yugus Remote Server, но я его уже в своих обзорах показывал, то есть на смартфоне приложение по управлению, уже 100 раз это обсуждали, поэтому особо на нем останавливаться не будем. И мне интересует это то, что у нас там есть Control Manager, конечно же там можно кнопочки назначать, это, ладно, это все мелочи. Поддержка HDMI цика и, конечно же, Bluetooth пультик с управлением дополнительным инфракрасной опцией, то есть программируемые кнопки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 кнопок программированных. Слушайте, ну в принципе все понятно, корпус понятен. Пошли, наверное, с вами его распакуем, а потом подключим и будем тестировать. Вот такой вот у нас SK4 приехал. Давайте смотреть уже поближе. Смотрим сразу на коробочке. Android 14, AV1 кодек, iMlogic S905X5M-J, 4-ядерный Cortex A55, Bluetooth 5.4 плюс EDR, 5 ГГц Wi-Fi 6, HDMI 2.1 до 4К 60 FPS, Lana J45, ну, декларирует 100 мегабит, неужели 100 мегабит? Ну ладно. 4х64. Ну, давайте открываем. У меня прям... открывайся давай. Опа.
На что похоже, Леночка? Сейчас принесу. Давай, а ну тащи, я пока вот он блестит. И такое раз, а это Югус СК2, а это Югус СК4. Кстати, плитку в ванной можно выложить. Красиво будет, да? Вообще, я тебе говорю, блин, красиво. А прикинь, это по-богатому, да? Каждая плиточка сколько стоит. Ну, слушайте, он такой прикольный. Здесь пленка сверху. Теперь смотрите, у нас это СК4, 12 вольт, 1 ампер, Dolby Vision, Dolby Atmos сразу декларирует. А как он разбирается вообще? Он разбирается вообще или нет? Так, мы открыли наш Югус СК4. Смотрите, экранированная. Ой, слушайте, а неплохая плата. Смотрите. Нет, ни следов припоя, ни хрена вообще. Красиво. Тут отпечатка посреди. Где? Да, это я только что поставил отпечатки. Слушай, вообще прям красиво. Ну, давай вскроем. Так, интересный отвод тепла у нас. Через вот такую вот медную пластину. Посмотрим, будет греться или нет. Через термоинтерфейс. Ну, я честно вам скажу, Югус, первый раз буду ругать за это, но термоинтерфейс надо было делать большим. Серьезно говорю, как минимум больше надо было делать. Как минимум больше. Но в принципе неплохо. Смотри, ни следов флюса нет, ничего нет. Видишь? Достаточно. Я не буду подрывать сами экраны, но это неплохо. Через пластину, короче, через термоинтерфейс на пластину. Ладно, нормально. Давайте сейчас с вами посмотрим, что у нас есть на бачках. Потом уже, я его собирать не буду, я потом еще полажу на нем. Смотрите, у нас есть вот такой вот оптический выход HDMI. Есть LAN G45. Я не знаю, насколько он LAN G45. А вот, кстати, можешь показать Wi-Fi-чик. LAN G45 не знаю, насколько. Есть Type-C, есть USB 2.0. И все. А больше ничего такого и нету, кстати. Ну, антенку я отключил, конечно, я ее потом переподключу. Антенны можно, в принципе, даже модернизировать, какие-то свои поставить внешние, если кому-то хочется. Это, в принципе, уже там вкусовщина. На вкус и цвет все фломастеры разные. Ну, так я вам скажу, очень даже неплохо. Больше ничего нет, больше смотреть нечего. Давай посмотрим комплект. Пульт Югус UR02. Стандартно для Югуса. Смотрите. Здесь программируются кнопки инфракрасные. У нас можно управлять телевизором на двух батарейках 3А. Обыкновенный, уже доработанный 100 раз, который перепрошивается. Что у нас есть еще в комплекте? Есть у нас еще вот такой вот зарядничек. 12 вольт, 1 ампер. 12 вольт? Да, 12 вольт. Пожалуйста. И посмотрим HDMI. Кстати, вот этот HDMI неплох. Вот этот вот HDMI неплох, я его знаю. Они поменяли поставщика HDMI, что ли? Или давно такое? Ну, напишите, кто в комментах. Давно такой HDMI пошел у них в комплекте или нет? Я знаю этот HDMI, в принципе, нормальный китайский HDMI. Ну что, я пошел собирать его. Пошел его собирать, настраивать и тестировать. Опа, вот такой вот интерфейс. Да, это Югус интерфейс. Очень похож на Android TV. Мы видим вверху панель избранного. Давайте я вам мышкой буду показывать, потому что у нас же с гироскопом. Смотрите, вверху у нас есть погода. Я вбил Лондон, потому что London is the capital of Great Britain. Кто в школе хорошо учился? С ветром. Есть панель избранного, смотрите. Есть панель у нас конкретно приложений. И есть панели там «Я смотрю» и других рекомендаций. При этом тоже кастомизируется. Как мы видим, можем переместить, можем удалить. Все, то есть у нас вот так вот есть. Хочется отметить, что есть AirScreen через приложение. То есть мы по факту можем сюда подключать трансляцию вашего смартфона. И просто-напросто можем сосканировать и начать трансляцию. Мне, в принципе, я вам скажу, давайте сейчас попробуем. Попробуем. Сканирую. Нажимаем. У меня вот AirScreen открылся. Я могу туда, видите, весь экран. И даже через Google Cast, давайте весь экран, транслировать экран, я выбираю через Google Pixel 10 Pro, он видит, и, пожалуйста, вот у меня есть кастинг экрана. Да, то есть все работает. Но через приложение, это не нативный Google Cast. Теперь дальше. Давайте посмотрим по кодекам. Сразу же хочу посмотреть. Я внизу вот вывел информационное окошко о температуре, о частоте процессора, о загрузке памяти и тому подобное, чтобы вы видели, с чем мы работаем. То есть охлаждение сделано реально очень-очень круто. Теперь смотрим.
Так, что у нас в декодере? Там, где молоточек, это аппаратный декодер. Декодер AC3 аппаратный, AC4 аппаратный, да ладно. А ну-ка, декодер EAC3 аппаратный. Это прям вообще прикольно, по звуку так вообще все красиво. Дальше, ну это MP1, MP2, это Opus, ладно, хрен с ним. Что там у нас? DTS, DTS HD, DTS E. DTS UHD, слушайте, это, короче, прям прикол. А ну давайте по видео декодерам посмотрим. JPEG, AV1 декодер есть, как мы видим, AVC, AVS2, Dolby Vision DAV1 декодер, Dolby Vision DWAV, DVHE, ну, кстати, тут профиля 7 не будет. Он будет, знаете как, профиль 7 в одном профиле. HEVC 265. И что у нас еще есть? VC1, ну это все стандартные такие. И VP9 есть. Что по DRM смотрим? Netflix, конечно же, нет. Тут как бы Widevine DRM L3, да, здесь L1 нет. И по ClearKey тоже все стандартно. В принципе, TV-Box не сертифицированный, ожидать от него каких-то чудес не стоило. Меню приложений стандартное. И есть у нас, давайте перейдем, настройки. Это настройки самого интерфейса, но давайте так, это же псевдо Android TV. Есть уже модуль на Android TV 14, пожалуйста, можно устанавливать, и будет чистый Android TV 14, ну, конечно же, тоже без сертификации. То есть мы здесь можем выбирать приложение для автозапуска, очень удобно. Есть верхняя панель, допустим, там показывать часы, погоду, свободное место, то есть управление это самой верхней панелью. И, конечно же, есть погода, рекомендации, управление самими рекомендациями и управление домашним экраном. Также есть родительский контроль, очень немаловажный аспект. То есть можно по паролю, тайм-аут пароля устанавливать и заблокировать отдельные приложения. Очень часто спрашивают такую функцию. В системных настройках сеть и интернет. Мы, конечно же, сейчас сеть с вами проверим. С аккаунтами проблем не возникло. По настройкам устройств. Об устройстве мы видим, что это версия SK4, Android TV 14. Теперь входы и устройства. Давайте, у нас есть управление камерами, у нас есть доступ к камере, есть управление микрофоном, доступ к микрофону. Это все мелочи жизни. Управление мышкой по USB. По USB у нас есть возможность отключать питание USB в режиме сна. Это очень классная тема, если у вас, допустим, какой-то подключен USB устройство подключено. Теперь у нас есть USB хост, либо OTG можно выбрать и отладка по USB, конечно же. Кнопка меню. Вот это вот самый прикол. У нас есть кнопочка меню, которую мы можем кастомизировать на одиночное нажатие, двойное, тройное и длительное нажатие. Можем выбирать любые действия. Какие именно? Смотрите. Допустим, запустить автоматическую подстройку частоты. Это автофреймрейт ручной. Да? Показывать информацию об экране звука. Показать скрытую информационную панель. Показать системные панели. Открыть настройки видеоизображения. Сделать снимок экрана. Ну, например, давайте мы сделаем снимок экрана на одно нажатие. Давайте нажимаем. Щелк, у нас сделали снимок экрана. Это вообще охренительная тема, я вам серьезно говорю. Теперь менеджер кнопок. У нас есть обыкновенный ремаппер. Мы можем переназначать прямо в прошивке, не надо ничего дополнительного. Ну и управление HDMI-C, кстати, расширенное, потому что у нас здесь есть определение AVR, есть подключение ТВ, управлять громкостью. И вот ЦИК самый правильно работающий, изученный ЦИК именно у компании Yugus среди практически всех ТВ-боксов. Еще, знаете, у кого? У Шилда, наверное, примерно такое же. Теперь дальше. Экран и звук. Ну, разрешение, понятное дело. Положение. Мы можем менять положение экрана. Ориентация, конечно же, политика ориентации. Есть масштабирование текста, тоже мне интересно. А вот автоподстройка частоты, это очень классно. Автофреймрейт должен быть. И есть у нас менять только частоту экрана, менять частоту и разрешение экрана. Это во всех приложениях мы можем сделать. Потом AFR Calc, это у нас по кнопке. Потом политика переключения частот. Есть удваивать частоты, использовать точное совпадение, если возможно. Не переключать, если кратная частота. Использовать дробные частоты. Отправлять события паузы воспроизведения видео при сбрасывании подстройки частоты. Это, допустим, ну, знаете, фильм уже идет, оно подстраивает частоту, а у вас уже там, полфильма прошло. Ну, короче. И задержка возврата, это для IPTV классно. Например, ставите задержку возврата, ну, при переключении канала, чтобы он не клацал обратно в черный, потом обратно вы держите задержку, например, 5 секунд. Например, канал переключился 50, другой
второй 25, третий там 29,97 и тому подобное. То есть он тоже будет задержка, если одинаковая частота, но не будет моргать черная. Теперь дальше. Смотрите, расширенные настройки экрана. У нас есть размер буфера кадра, в принципе есть HD и Full HD, это не путать с разрешением экрана. У нас есть цветовые режимы, настройки видеоизображения, вот это очень интересно. Если их включить и пойти в дополнительные настройки, то здесь мы можем с вами активировать, во-первых, шумодав. Я шумодав всегда советую отключать, ну здесь пока средний. Вот отключаем нафиг шумодав и включаем IMLogic супер масштабирование. И масштабирование высокий, средний, низкий. Вот вы, кстати, видите вставочку. Масштабирование работает, подтверждаем, все хорошо и как бы супер резолюшн классный. Но при этом вы можете еще оттенки картинок менять. Здесь это действительно все хорошо работает. Предпочтительный динамический диапазон. Здесь полностью адаптивный Dolby Vision и HDR. И, конечно же, игровой режим есть. Это задержки минимальные. Ну и тоже форматы, это нас не сильно волнует. Звук через HDMI, вход-вывод, регулятор громкости приложения. Короче, ребята, тут столько настроек, что вы охренеете. Плюс USB аудио поддержка есть у нас именно ЦАПов. И расширенные настройки звука, где можно выбрать проброс, стандартный, форматы PCM выбрать. Например, смотрите. Формат PCM, мы можем микширование 48, SPD в 32, 192 кГц и HDMI, поддерживаемые каналы и частоты будут определены автоматически. Панели интерфейс тоже у Югус, это одни из самых интересных моментов, системные панели, ну, у нас вот верхняя панель есть, нижняя, это все можно закрыть, короче, грубо говоря, открыть. Если вам нравится внизу вот эта панель, она будет, либо вверху, она будет. Я пока держу это чисто на обзоре, но они убираются. Настройки фона недавних приложений. Можно плиточки, то есть здесь же у нас есть по дабл вот такой штучки, вот такое вот меню недавних приложений. Их можно тоже настроить, окно. Информационная панель. Здесь можно имя сети, нагрузки, IP-адреса, температуры, частоты, загрузки, цветовые режимы, время работы, состояние. Настройка главного экрана, это вы можете выбрать лончер, любой какой хотите. Приложение голосового ввода тоже можете, здесь голосовой ввод работает, либо YouSearch, либо, допустим, тот же самый Google поиск, либо анимацию 1x на 0.5 обычно ставлю, все намного быстрее, а на 1x просто-напросто немножко плавнее. По питанию у нас мы видим индикатор питания, можем управлять, можем его нафиг выключить. О, выключается. Сделали, можно яркость регулировать. Вот в Югус SK2 этого всего нет. Здесь можно яркость. Вот за это Югус огромное спасибо. Можно цвета менять. Желтый, красный, блин, вообще топ. Топ. Будить от движения при подаче питания. Да, кстати, тоже. Видите прикол, если у вас, допустим, выключают свет, что при включении света он включится, либо в сон, либо выключится, либо сохранит последнее состояние. И можно включить, кстати, режим максимальной производительности, когда он задирает частоты, и это будет вообще очень быстро. Для игр хорошо. Также есть у нас суперпользователь, да, Magisk. Через хранилище у нас есть, конечно же, фирменные функции Samba сервер, NFS клиент и CIFS клиент. CIFS клиент это позволяет подключаться к Samba дискам, либо к расшаренным в винде папкам. Samba сервер это мы можем с вами расшаривать тот диск, который подключен сейчас. Вот видите, у нас NTFS и XFAT. Кстати, он поддерживает и XFAT, и NTFS. Теперь есть меню для разработчиков, в дополнительных настройках чистый Android. Больше ничего нам интересного тут нет. В AIDA 64 мы видим 4/64. Центральный процессор IMLogic S905 X5M XJ, да, мы там, или какой там J, короче. По 2,5 ГГц 4 ядра в 32-битном режиме. Это все-таки не 905X чистый. Теперь 905X5. У нас, видите, разрешение интерфейса 3840 на 2160. Mali G310 ускоритель. Android 14. У нас температура, есть доступ по температуре. Сейчас проверим, но там вообще по температуре вопросов. Ну и кодеки мы все с вами уже посмотрели. Если говорить про мультимедиа возможности, то любое YouTube видео, например, там Дикая река 4К. Вы сейчас видите вставочки. Все работает. Ну вот сейчас 1440, да, это 2160. Включим статистику для сисадминов. И, кстати, здесь можно даже скорость воспроизведения. Он тягает спокойно и 2х, и 1,5х. Давайте включим обычную. Все, должен воспроизводить. И сейчас посмотрим. То есть 0 дропов. 0. Производительность просто сумасшедшая. 0. При любом переключении, при любом воспроизведении. VP9.2. То же самое с... Допустим, с HDR, кстати, AV1 кодек, VP9.2 и VHLG в декодировании. Смотрите, у нас Connect, кстати, 106 мегабит. Блин, на YouTube. 106 мегабит, нифига себе. И здесь тоже HLG тоже воспроизводит, отлично.
Ребят, вообще с нулевыми дропами. По YouTube это прям топ. Температура воспроизведения 55 градусов максимальная. Как так возможно? Если говорить про какие-то каналы, то, конечно же, он спокойно воспроизводит IPTV, спокойно воспроизводит OTT. Давайте сейчас поклацаем каналы. Вот, давайте. Это не то. Давайте вот. ICTV, Униан. Перший, давайте, что у нас тут еще? Смотрите, Суспильно, вообще оно переключает практически мгновенно. Производительность у него просто запредельная для ТВ-бокса. Я не скажу, что это самое лучшее. Например, на Amlogic S928 XJ там будет вообще просто производительность какая-то суперовая, но сам факт того, как это работает. По поводу каких-то матриксов и тому подобных вещей тут вообще ограничений нет. Ребят, пробуем 5 ГГц. Давайте стартуем. И видим 300. Сейчас нам пиковое значение зафиксировать. 311-312 мегабит в пике. Но я вам скажу, это средний показатель. Это не самый лучший, но не самый худший. 274 на 380. Ну это по факту до 400 мегабит. 380 в пике я видел. 274 на 300. И тут у нас получается, что даже это вот ограничение на 100 мегабит, оно не сильно нам сыграет роль, потому что достаточно нормальный 5 ГГц Wi-Fi. Роутер сейчас в отдалении от меня стоит. Сейчас мы LAN G45 сразу пробуем. LAN G45 пробуем. 100 мегабит, это чистая сотка, вот LAN G45, есть как есть, тоже говорю всю правду. Для меня непонятно это решение, но я в принципе понимаю, что они делали. Это платформа SK2, на которой накатили проц Amlogic S905 X5M, да, вот этот вот. И получилось, что у нас LAN на 100 мегабит. Но! Вот давайте теперь разберемся. С развитием кодека AV1, с появлением на раздачах AV1 и 265, даже максимально, когда фильмы по 40, по 50 у нас мегабит, то нужно ли сейчас 5 ГГц именно выше там 300 мегабит, либо больше 100 мегабит порт? Такой себе вопрос. Это вот напишите в комментариях, но Wi-Fi 5 ГГц справляется со всем и действительно ограничений никаких не вижу. Сейчас мы попробуем 2.4 для старых роутеров. Пробуем 2.4 ГГц, стартуем. Вот 2.4 прям вообще хорошо. Вот прям очень хорошо. 100 мегабит в пике, да, там, с учетом того, что это мусорный интерфейс, да, как я называю, мусорный диапазон 2.4 ГГц. Каждый роутер на этих 13 каналах может гадить все, что хочет. Давайте, это на загрузку 69, на выгрузку 150, 140. Ну, грубо говоря, пиково 150 мы видели. Потому что, я вам скажу, вот половина от 5 ГГц это прям хороший золотой стандарт. Ладно, этот тест он прошел. Дальнейшие мультимедийные возможности тестируем уже с внешним устройством. Все частоты есть, все отлично работает, и NTFS и XFAT в том числе. Но хочется начать со звука. Я тестирую на своем ресивере, просто сейчас его вижу, у меня Dolby Digital Plus есть, Dolby True HD тоже есть. Вот это вот самый немаловажный аспект того, что у нас есть нормальный звук в данном ТВ-боксе. Ну, у меня нет, допустим, Dolby Atmos, я не могу подтвердить, но у меня есть Dolby DTS HD Master Audio, да, не на этом фильме это надо делать. Допустим, давайте посмотрим, то есть DTS HD Master Audio у нас тоже есть поддержка, и тут как бы по звуку обычно у Югуса вообще вопросов нет, они с этим работают отлично. Может ли он с внешнего устройства воспроизводить чего-то тяжелое? Да пожалуйста, любые высокобитрейтные ролики он воспроизводит отлично, и в первый раз я использую так вот полноценно Vimeo, я вам объясню почему, потому что он тягает, кстати, HDR10 Plus тоже он поддерживает, он тягает отлично здесь все тяжелые вот эти вот ролики, вот мощности процессора наконец-то хватает. По 7-му профилю Dolby Vision он декодирует один слой, второй слой он пропускает. То есть вы это должны понимать. 5-й и 8-й профиль, 5-й и 8-й профиль вообще без вопросов. Спокойненько в Dolby Vision, все хорошо. Декодинг, вообще никаких вопросов нет. То есть у нас 8-й профиль и 5-й Dolby Vision отрабатывают. Так же, как, допустим, мы можем использовать и смотреть
В HDR любые фильмы тоже вообще абсолютно отлично отрабатывает. Это LG New York 4K. Охренеть какой высокобютрейтный ролик, да, и мы всего лишь имеем 59 градусов на загруз. Ну не греется он. По мультимедиа у меня вопросов нет, ну кроме того, что он не сертифицирован, вы должны это понимать. Конечно же, у нас не обойдется без тротлинг-теста на несертифицированном ТВ-боксе однозначно. Тем более уже на Югус у нас к нему более такое, знаете, пристальное внимание. Короче, ждем. Ну вот вам и результат, как я и говорил. Никаких проблем нет, четкий зеленый график, чтобы вы понимали, вот это все артефакты. Артефакты из-за вот этого вот окошка. Температура максимальная была у меня, по крайней мере, 61 градус. Вот я по наблюдениям сидел, частоты не падали ни разу. То есть у нас четко идеальный тротлинг-тест. И по факту у нас вот по мультимедийным возможностям мы в принципе уже все показали. Но вы мне не простите, если я во что-то не поиграю. Вот это вы любите вот эту вот фигню, короче, да, когда играть на ТВ-боксе. Не знаю, зачем вам это, но я, ладно, уж так уж и быть. Что-нибудь да запущу. Ну давайте включаем. Это же чистый Android. Кстати, знаете вообще в чем прикол? Чистого андроида вообще. В отличие от сертификата, здесь будет работать TikTok, как вы уже поняли, да, то есть мы спокойненько можем здесь смотреть TikTok. Ну, конечно, это все смотреть крайне неудобно, но кому-то нравится, да, там что-то делать таким образом. В общем-то, TikTok тоже работает. Так, Real Racing. Да, Real Racing. Что хотите? Какие вы игры хотите, допустим, иметь на ТВ-боксе? Да? Вы хотите что серьезно, так не бывает. Можете эмуляторы тут играть. Кстати, давайте что-то там. Вот поменяли, все нормально. Поехали. Давай, увидимся. Давай, уже стартуй. Сейчас мы всех сделаем. На паршаке все-таки. Погнали. Ну, мягенько, красиво. Смотрите, 62 градуса. 62 градуса. Охлаждение, вот я был неправ. Да, вот жвачка, да, там, которая он нормально охлаждает вообще процессор, да. Процессор отлично охлаждается. Никаких проблем не вызывает. 62 градуса и все отлично. При этом загруз проца всего лишь 60%. Я думаю, что у вас что-то посерьезнее можно поиграть. Ну давайте сейчас попробуем. Так, смотрите, танчики. Геймпад воспринял. Сейчас попробуем в танчики поиграть. Слушайте, самое прикольное, что здесь есть, это все-таки его температура. В танчики поиграть можно. Ну, пожалуйста. Давайте, поехали сейчас. Помчали. Та-ра-та-та-там. 57 градусов. И тоже без каких-либо проблем. Но я вот насчет танчиков, многие ТВ-боксы старые тоже работали без проблем, пока их не забанили сама по себе студия, которая выпускает World of Tanks. В свое время было, поэтому обещать, что танчики будут работать, всегда я не буду. Но то, что он для танчиков подходит, очень даже для работы, для игры на геймпаде. Ой, я промахнулся. Какело промахнулся. Стоять есть. Я его накрыл. Ну, сейчас это ненадолго вообще, в принципе. Меня сейчас очень быстро вырубят. Давай. Стреляй. Куда я пополз? Короче, танчики работают, ребята. Ну, в принципе, что мы с вами? Проверили мультимедийку, проверили его быстродействие, проверили, посмотрели, как работает, греется, не греется, тротлинг-тест. И, конечно же, немножко поиграли. Я могу уже пройти и сделать выводы. В качестве выводов, знаете, что могу сказать? Я могу сказать, что я его, конечно же, рекомендую. Это неплохой вариант, это неплохой ТВ-бокс, кому нужен Dolby Vision на несертификате и который не привязан к LAN 1000 мегабит. Это прям вот топчик из топчиков. Хорошо регулируемая вот эта штучка по цвету, это хорошо, потому что на SK2 это прям вот проблема, и многие его просто лепят туда изоленту по факту. Да? Немножко смутил LAN 100 мегабит, а в целом сбалансированный, нормальный ТВ-бокс. Если вы считаете, что даже 100 баксов это много, ну, пойдите купите не сертификат на Dolby Vision на 905X5M процесс 2,5 ГГц процом. Вот напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мои рекомендации есть, а с вами был Бабл на канале Технозон и Югус СК4. Так что пока.